В начале 2023 года биткоин сформировал восходящий тренд, в котором он движется по сей день. За это время мы наблюдали два идентичных отката по 25% с тестированием вот этой линии поддержки после пробоя нового исторического максимума. Сейчас биткоин в 10% от линии сопротивления, которая до этого ограничивала рост цены. И это наталкивает на мысль, что как только биткоин пробьет уровень 130 тысяч, нас будет ждать 20% коррекция. О локальном откате предупреждают аналитики CryptoQuant, которые сообщают о росте притока биткоина на бирже, а также в максимальных диапазонах наблюдается высокая активность китов, что также усиливает потенциал повторного отката. Но с другой стороны, биткоин растет даже несмотря на вчерашний рост ИПЦ, который превысил прогноз 2,6%. И следовательно возникает вопрос, что будет с биткоином дальше и как действовать тем, кто не успел войти в рынок перед его ростом. На самом деле это очень важно, ведь поскольку продолжение роста напрямую зависит от ставки ФРС, увеличение инфляции не входит в планы Пауэлла, а за счет того, что инфляция выросла еще до полноценного введения новых тарифов Трампа, вероятность снижения ставки в сентябре упала до 50%. Поэтому сегодня в ролике я бы хотел разобрать, что будет с биткоином дальше, а именно резкий откат или рост на 10% перед коррекцией. Мы проанализируем последние данные по инфляции, чтобы оценить их влияние на предстоящее решение ФРС. Также я скажу пару слов про рынок альтов, капитализация которого в последнее время активно растет. Еще сегодня будет много метрики спроса и предложения биткоина, где мы проанализируем тенденции движения его цены после пробоя максимальных уровней. И дополнительно у меня есть хорошие новости для холдеров XRP, связанные с решением SEC по ETF уже на этой неделе. В общем, все, что нужно знать о крипторынке в ближайшее время, вас будет ждать в этом видео. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, чтобы получить много полезной информации. А перед просмотром жмите лайк. И как только под видео будет 1000 лайков, мы выпустим новый топ самых прибыльных альткоинов. Ведь монеты из этих двух недавних роликов уже показали хорошие проценты роста. Также $10 за комментарий под прошлым видео получает этот зритель. И получить такой приз может каждый из вас. При этом, если вы еще будете подписаны на наш Telegram, вы получите еще $10. Так что пишите комментарии. Всем удачи. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, друзья, начнем мы с разбора вчерашних данных по ИПЦ, которые оперативно были опубликованы в нашем телеграм-канале, где также выходят все самые актуальные новости, важные сигналы по рынку, которые помогают вовремя адаптировать вашу стратегию под текущие условия рынка. А также сегодня мы выложили список разлогов монет на этой неделе, одной из которых будет токен Трамп на $800 миллионов. После резкого роста в начале недели разлоги могут сильно ударить по цене альтов, поэтому переходите, узнайте, что за монеты будут разблокированы, и подписывайтесь. Вчерашние данные по инфляции оказались выше ожиданий – 2,7% в годовом выражении, хотя прогнозировали 2,6. Это уже второй месяц подряд, когда инфляция растет. В мае было 2,4, а в апреле 2,3. То есть мы видим четкий восходящий тренд. На фоне этого биткоин сначала резко упал, но после выхода данных немного отскочил. Кстати, реакция была довольно сдержанной, потому что рынок уже частично закладывал рост инфляции в цену заранее. И еще вот в этом ролике, перед тем как биткоин пробил 123 тысячи, я говорил, что ИПЦ будет выше предыдущих данных. Аналитики отметили, что инфляция превысила прогнозы впервые за 5 месяцев, и теперь все гадают, как на это отреагирует ФРС. Но здесь все просто. В июле снижение ставок мы точно не увидим, в августе у ФРС каникулы, но если в августе ИПЦ останется на уровне в 2,7%, то уже в сентябре мы увидим первое снижение. Другое дело, если ИПЦ превысит 2,7% и будет на уровне 2,9% или, не дай бог, 3%. В таком случае снижение ставок в сентябре останется под вопросом. Виной всему тарифы Трампа. Именно тарифная политика, которую он снова продвигает и разгоняет инфляцию. Компании больше не могут сдерживать рост цен. Если раньше они хоть как-то компенсировали пошлины запасами, то теперь перекладывают издержки на плечи потребителей. Хотя вот эти тарифы, о которых объявлял Трамп, начнут действовать только с 1 августа. И по факту сейчас новые пошлины не оказали даже 25% своего влияния на экономику. По большей части вчерашний ИПЦ оказал влияние на фондовый рынок, особенно на финансовый сектор. Но криптоинвесторы также решили перестраховаться на фоне отчета по ИПЦ. По данным Glassnode, всего за последние сутки инвесторы зафиксировали прибыль на $3,5 миллиарда. Это один из самых крупных и одновременных продаж в этом году. И самое интересное, что основную часть, почти $2 миллиарда, продали долгосрочные холдеры. Да, те самые, кто держал биткоин годами, решили, что пора фиксироваться. На них пришлось 56% от общего объема прибыли. А вот краткосрочные инвесторы, которые зашли совсем недавно, тоже не остались в стороне. Они зафиксировали еще $1,5 миллиарда, то есть 44%. Что это значит? Реализованная прибыль – это когда кто-то реально двигает свои монеты в блокчейне, и цена их продажи выше, чем цена покупки. То есть эти люди не просто пересылают монеты, а именно продают их с прибылью. И когда это происходит в таких масштабах, это четкий сигнал. Рынок достиг эмоционального пика, и часть инвесторов просто не выдерживает. Они фиксируются и уходят. Естественно, после такого давления
падения цена откатилась примерно на 4%, и это абсолютно нормальная реакция. Мы видим, как рынок перегревается, как настроения становятся эйфоричными, а затем кратковременная коррекция. Также по данным CryptoQuant резко вырос индекс активности китов на Binance. Это метрика, которая отслеживает, насколько сильно крупные держатели двигают биткоин на самой ликвидной бирже в мире. И вот как только биткоин обновил исторический максимум, киты завели на Binance 1800 биткоинов. Это десятки, если не сотни миллионов долларов. И что особенно интересно, более 35% от этих переводов были на сумму свыше $1 миллиона каждая. Это значит, что киты либо уже фиксируют прибыль, либо готовятся это сделать, или как минимум хеджируются, ожидая сильной волатильности. И именно такие движения, когда крупные игроки сбрасывают монеты на крупнейшей бирже, обычно запускают цепную реакцию на рынке. То есть локальное давление сверху очень сильное. И это уже подтверждается. Цена биткоина откатилась от максимальных уровней. И аналитики из Bitwise отмечают, долгосрочные холдеры начали массово выходить в кэш. И вот когда 98% предложения находится в прибыли, начинается массовая фиксация. И как результат мы получаем фундаментальную основу для локальной коррекции. Но это еще не все. На графиках фьючерсов СМИ образовался так называемый гэп. Это разрыв в диапазоне от $114 380 до $115 630. Исторически такие разрывы почти всегда закрываются. То есть цена биткоина почти наверняка повторно опустится в эту зону, чтобы данный разрыв заполнить ликвидностью. Многие трейдеры уже ждут именно этого уровня как ключевой поддержки, а некоторые идут еще дальше. Михаил Ван де Поп, например, говорит, что если падение усилится, биткоин может сходить даже на уровень 108 тысяч, но добавляет, пока мы держимся выше этой зоны, тренд остается бычьим. И тут он правильно подметил, ведь коррекция, о которой мы сейчас говорим, это не масштабный обвал на 20-30%, это будет вполне нормальный откат рынка для захвата ликвидности, чтобы продолжить рост цены до ключевой линии сопротивления. И для этого есть аргументы. За последнюю неделю биткоин показал самый сильный рост с мая, плюс 8,7%. Glassnode подтверждает, объемы спотовой торговли выросли на 50% за неделю. Это явный сигнал, что интерес усиливается. Но при этом мы все еще на 23% ниже среднегодового уровня. То есть пик эйфории даже близко не наступил. А значит, у биткоина есть силы продолжать движение вверх. В прошлый четверг биткоин ETF получил приток более $1 миллиарда. Это второй по величине день за всю историю. Так вот, такие объемы не случаются просто так. Исторически, если идет мощный приток, он продолжается несколько дней или даже всю неделю. И именно это формирует базу под устойчивый рост. Аналитики фирмы Econometrics вообще назвали это сигналом сильной покупки. ETF больше не в нейтральной фазе, они прямо толкают цену вверх. А также Coinbase Premium Index, то есть разница между ценой биткоина на Coinbase и Binance, уже 2 недели стабильно в плюсе. Это самый длинный период положительного значения за весь текущий рост. И это означает одно: американские инвесторы продолжают активно покупать. В последний раз такое было в начале 2023 года, и тогда это закончилось бурным ростом, как я показывал в начале. Мы уверенно пробили прошлый максимум $111 800, и это очень похоже на прошлые рыночные циклы. В 2020 году, когда биткоин пробил 20 тысяч, биткоин взлетел на 167%. В прошлом году пробой 69 тысяч, и рост составил 49%. Сейчас, если следовать ослаблением импульса в каждом следующем цикле, мы можем получить еще 10-15% вверх от текущих уровней. То есть, если все пойдет по плану, ближайшая цель в районе 130-135 тысяч. И туда биткоин может прийти уже в течение 2-3 недель. А дальше либо локальная коррекция, либо новая волна. И все будет зависеть от экономических данных США. И поэтому, если вы ждете более подходящий момент, чтобы войти в рынок и начать торговать, с полной уверенностью вам могу сказать, что он уже наступил. Биткоин растет, альткоины просыпаются, портфели инвесторов начинают зеленеть, и прибыльные сделки закрываются одна за одной. Но если у вас не получается выжать максимум из текущего роста, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro. За последние пару дней мы заработали на росте эфира, получили профит на лонгах по токену TAO, и только на этой неделе было закрыто очень много прибыльных сделок. Для вашей успешной торговли в подписке Pro есть все: обучение для новичков, поддержка, сопровождение, и что сейчас максимально актуально, сборка сбалансированного спотового портфеля. Более подробную информацию можно получить по ссылке в описании. Поэтому все, кто желает остаться в плюсе в текущем бычьем цикле, не упускайте такую возможность, а напишите нам прямо сейчас. Также сейчас в центре внимания рост альткоинов, которые долгое время стояли на месте. Да, биткоин пока еще доминирует, но как говорят аналитики и отчет от Swissblock, ситуация вот-вот изменится. Swissblock — это управляющая компания институционального уровня, и в своем свежем отчете Altcoin Vector они прямо заявляют: сезон альткоинов уже начался, причем это не просто слухи, а есть конкретные метрики. Они используют два ключевых индикатора: индикаторы импульса и структуры. Первый показывает, насколько альткоины проявляют силу. Так вот, с июля только 8% альтов в минусе, все остальное либо в боковике, либо в плюсе. А исторически дно рынка формируется, когда этот показатель в диапазоне от 15 до 25%. То есть, по мнению Swissblock, дно уже пройдено. А второй индикатор структуры показывает, находимся ли мы в фазе прорыва. И судя по графику, капитализация альтов выросла на 22%, а это уже намекает на классическую фазу расширения. По прошлым данным, после таких прорывов рынок рос еще на 67-96%. И в отчете было указано: вопрос уже не в том, начался ли альтсезон, а в том, насколько мощным он будет. Но это еще не все. Доминирование биткоина упало с уровня 66 до
64, несмотря на то, что биткоин пробил новый максимум. То есть капитал постепенно уходит в альты, и делает это быстрее, чем мы успеваем отследить. А теперь внимание, индекс альтсезона поднялся до 35, и это максимальный уровень с февраля. Официально считается, что альтсезон начинается, когда 75% из 150 монет обгоняет биткоин по доходности за 90 дней. Пока до этой цифры далеко, но скачок с прежних уровней – это явный сигнал усиления активности. Аналитик THD вообще уверен, альты 4 года сидели в болоте, и вот сейчас начинают оживать. Михаэль Ван де Поп также поддерживает. По его мнению, прямо сейчас лучшее время для покупки альтов, чтобы зафиксировать прибыль в течение следующего года и даже 2. Но не все так радужно. Аналитик из фирмы Nance говорит, что этот цикл может отличаться от предыдущих. Он предупреждает, биткоин все еще держит 64,5% доминирования. И хотя приток капитала идет в эфир и Solana и другие популярные монеты, это не вызовет широкий альтсезон, который был ранее. И кстати, об этом я вам всегда говорил. Одна из главных проблем рынка – это перегрузка токенами. И как распределяется ликвидность, пока не ясно. Тем не менее, цифры говорят сами за себя. Капитализация альтов уже 933 миллиарда долларов. И это на 15% больше, чем в начале июля. Так что альты просыпаются. И если темпы сохранятся, то в ближайшие месяцы, особенно ближе к осени, мы увидим хороший рост альтов. А вот какие монеты лучше покупать, я рассказывал вот в этом ролике. Конкретно из альтов на этой неделе выделяется XRP. ProShares официально запускает свой XRP ETF уже 18 июля. И это может стать началом новой волны интереса со стороны фондов компании XRP. Фонд уже появился в системе DTCC, а это значит, что по факту он уже готов начать торговаться. Несмотря на то, что данный ETF фьючерсный, а не спотовый, как на биткоин и эфир, этот ETF станет первым большим выходом для крупных инвесторов в XRP. Все в рамках закона, через площадку, которая регулируется. Это именно тот шаг, который давно ждали инвесторы, которым нужен не просто токен, а прозрачный, одобренный регуляторами продукт. Но на этом все не заканчивается. На очереди еще несколько XRP ETF. Например, Long Daily XRP, который уже получил одобрение от биржи NYSE. И этот фонд с кредитным плечом только за последний день подскочил на 27%, а за неделю на 55%. И объемы торгов уже перевалили за 120 миллионов. И это все еще до массового закупа другими ETF-ами XRP. Еще два ETF с кредитным плечом уже получили подтверждение от SEC и скорее всего стартуют в ближайшие дни. А если есть интерес к фьючерсному ETF, то спотовый гарантированно получит приток капитала от фондов, что отразится на цене XRP во второй половине 2025 года. Тем временем эфир пытается закрепиться выше уровня $3000. Похоже, мы стоим на пороге реального шока предложения по эфиру, и это может стать очень сильным катализатором для продолжения роста эфира. Давайте разберемся, что происходит. Прямо сейчас мы наблюдаем исторически высокий объем шортов с использованием заемных средств по эфиру. По последним данным, совокупные короткие позиции по эфиру достигли рекордного уровня с начала этого года. Такое ощущение, будто хедж-фонды сошли с ума, но все не просто так. Это не классическая медвежья атака, это базисная торговля. Фонды зарабатывают на разнице между фьючерсами на бирже СМИ и спотовой ценой, плюс добавляя доходность от стейкинга. И в итоге получают доходность около 13% годовых. Почему именно эфир? Потому что у него доходность от стейкинга в 3 раза выше, чем у многих других монет. Но вот в чем фишка. Предложение эфира стремительно сокращается. По последним данным, уже 29% эфира заблокировано в стейкинге, и на рынке сейчас находится всего 121 миллион эфиров. И это не все. Монеты массово уходят с бирж. Только за один день, прошлую пятницу, вывели 140 тысяч монет на 939 миллионов долларов. Это крупнейший отток за месяц. То есть ликвидность на рынке падает, а спрос остается высоким. И это базовые условия для того, чтобы произошел шорт-сквиз, когда все, кто ставит против движения эфира, выносят с рынка. И да, такие случаи мы уже видели очень много раз. Из-за этого многие трейдеры прогнозируют, что эфир пробьет уровень 10 тысяч в этом году. Особенно если добавится одобрение стейкинг ETF, который, кстати, может уже быть к концу этого года. Но я считаю, что в конце года он будет стоить намного меньше. А как вы думаете, сколько будет стоить эфир в конце этого года? Напишите в комментариях. Если подытожить сегодняшнее видео и в целом текущий рост, я могу сказать, что 123 тысячи это далеко не предел для биткоина в этом бычьем цикле. Да, в локальных рамках я ожидаю небольшой откат, после которого мы снова увидим рост с дальнейшим тестированием линии сопротивления. Но в более широких рамках, конечно же, я ожидаю рост. Сейчас происходит то, что рынок просто не замечает. Биткоин активно скупают, и скорость накопления уже превышает эмиссию. Смотрите, если проанализировать поведение кошельков с балансом менее 100 биткоинов, то они каждый месяц накапливают примерно 19 300 биткоинов. И теперь внимание, майнеры за этот же период добывают только 13 400 биткоинов. То есть по факту спрос со стороны розницы мелких и средних холдеров уже перекрывает предложение от майнеров. А добавьте сюда фонды, компании и страны, которые также покупают биткоин. Это значит только одно. На рынке идет системное поглощение предложения. И даже не просто китами или фондами, а широкой массой холдеров. Биткоин продолжает выводить с бирж, и это формирует жесткий дефицит. А что происходит, когда спрос превышает предложение? Правильно, начинается рост. Основная модель цикла никуда не делась. Мы все еще в восходящей фазе. Да, некоторые долгосрочные холдеры фиксируют прибыль. Это видно по метрике. Но даже с учетом этого, уровни остаются гораздо ниже тех пиков, которые мы видели в финальных фазах прошлых циклов. А теперь самое интересное. Предложение краткосрочных холдеров растет. Это значит, что на рынок снова заходят розничные игроки, а также фонды. И мы с вами знаем, именно такой приток
свежих денег и провоцировал самый мощный булраны в прошлом. Так что да, сейчас может быть локальный откат из-за того, что кто-то фиксирует прибыль. Рынок немного шатает, но все ключевые сигналы указывают на то, что движение еще не закончено. А вот когда мы реально приблизимся к пикам рынка, я вам обязательно скажу. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на YouTube, а также Telegram. В Telegram есть все новости, последние отчеты и очень много актуальной информации, которая будет полезна каждому криптоинвестору. Также не забывайте ставить лайк, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Все интересующие вас вопросы оставляйте в комментариях, ведь я стараюсь отвечать каждому. И увидимся уже очень скоро. Желаю нам всем продолжения роста рынка, всем удачи, до скорых встреч!